Всем привет, меня зовут Татьяна. Сегодня у меня обзор новинок от компании Бугета. Бугета – это производитель пряжи для вязания сумок и домашнего декора. В их ассортименте очень много разных шнуров. Обзорчик на них у меня уже есть на канале, можете посмотреть, ссылочку оставила в описании. А сегодня сделаю обзор по двум новиночкам, по двум видам шнура, которые вот только-только появились, и также по вот таким вот фермуарчикам, которые тоже появились совсем недавно. Итак, не буду долго вас томить, и сразу покажу вам вот этот шнурочек. Это Бугета Макраме Софт, 3-миллиметровый шнур, состав стопроцентный полиэстер. Я очень давно ждала, когда же у них в ассортименте появится именно такой 3-миллиметровый шнур, потому что до этого у них был только 3-миллиметровый хлопковый и хлопковый с глиттером. Вот именно такого не было. Наконец-то он появился, и он очень классный. Я уже из него попробовала связать вот такой пробничек. Что могу сказать? Вяжется очень приятно, очень легко, ложится в полотне, сами видите, ровненько. Петельки все одна к одной. Этот шнурочек мне понравился тем, что он эластичный. Смотрите, он тянется. То есть при вязании петельки ложатся ровнее, когда шнур более эластичный. Толщина оптимальная для вязания сумок, для вязания каких-то салфеток декоративных, там подставочек разных и прочего. И посмотрите, плотность полотна очень хорошая. Вот, что касается расцветок, естественно, их очень много, все они есть на сайте. Ссылочку на сайт я также оставила в описании. И вторая новиночка – это кожаная пряжа, она так и называется, кожа для вязания. Значит, вот такие моточки, по-моему, у них она в двух вариантах намотки, по 50 грамм и по 80 грамм. Вот у меня моточки по метров, извините. У меня моточки по 80 метров, 200 граммов. Эта пряжа, может быть, многим напомнит металлик, который был когда-то, да, в ассортименте Бугета. Вот он, кстати, у меня еще остался. Но посмотрите, я специально для сравнения взяла показать его вам. Так, ну вот давайте вот с этой сравню. Смотрите, металлик, он такой более металлизированный, такой блестящий, а это прям кожа-кожа. Вот, то есть вот в этом разница. Я еще из этой пряжи не вязала, специально ждала, пока у меня появится время сделать обзор, чтобы повязать прямо на камеру. То есть сейчас я буду вязать пробничек прямо перед вами. Первый раз я ее еще не пробовала. Крючок я возьму 5,5 и буду вязать из цвета хаки. Да, еще, кстати, по цветам я вам не сказала. Вот из чего я сейчас буду вязать. Это цвет хаки. Это темно-синий, dark blue. Это черный, классика. И вот такой вот цвет, очень красивый, сигар. Цветовая палитра, естественно, у них гораздо богаче. Ее можно посмотреть на сайте. Ссылочку я оставила в описании. Вот, так что заходите, смотрите. И, кстати, по поводу покупки пряжи. На сайте ее пока купить нельзя. Ее можно купить через Олесю. Ссылочку на ее инстаграм я тоже оставила. Ей нужно написать, и она вас перенаправит либо к представителю по вашему региону, либо отправит вам сама посылочку. Вот. В общем, начинаю вязать. Посмотрите, она, когда раскручивается, она вот такая вот в виде ленты, как трикотажная пряжа, только из искусственной кожи. Так. Так.
Значит, смотрите, сразу хочу обратить внимание, что при вязании ее нужно стараться вот так вот, чтобы она сворачивалась внутрь, да, чтобы не было петель вот с изнаночной вот этой вот стороной. Так, ну вот 10 петелек набрала. И сейчас свяжу просто обычный классический столбик без накида. Так. Слышите, да, как она скрипит под крючком? Вяжется она довольно непросто, как видите. Вот есть определенная сложность в том, что она такая вот, даже не знаю, как назвать. Ну вот, видите, петельки прям вытягиваются с трудом, но оно стоит того, потому что эффект, конечно, бомбический должен получиться. Вот. И при длительном вязании могут уставать руки. Вот. Но опять же таки, чего не сделаешь ради красоты, да? Готов один рядочек. Смотрите, я вам сейчас даже расскажу немножко о расходе, насколько хватит такого моточка. Вот у меня пробничек почти 10 сантиметров шириной из 10 петель и 5 сантиметров в высоту. То есть у меня получается одна петля, это где-то сантиметр на сантиметр. Этот пробничек у меня весит 18 граммов. Теперь, чтобы посчитать, какое полотно у меня получится из одного моточка, я должна вес мотка разделить на вес пробника и умножить на высоту пробника. Смотрите, вот, предположим, да, я буду сейчас это полотно вязать, продолжать вязать. Так, оно у меня весит 18 граммов, значит, я 200 должна разделить на 18. Получается 11 умножить на 5, на высоту пробника. Получается 55 сантиметров. Вот если вязать такой ширины полотно, оно у меня будет 55 сантиметров. Соответственно, если я сделаю полотно в 2 раза шире, то оно у меня получится в 2 раза короче. То есть 55 разделить на 2, 27 сантиметров. Если ширина полотна будет 20 сантиметров, то высота его будет 27 сантиметров. Вот таким вот образом производится расчет расхода пряжи. Вот такой вот получился мини-мастер-класс по вязанию из кожаной пряжи. Теперь, так, еще хотела вам показать вот эти фермуарчики. Это прям вообще моя новая любовь. Они, посмотрите, обтянуты тоже искусственной кожей. Это фермуарчик стандартный алюминиевый, который сейчас модно использовать для сумочек-саквояжей, таких типа пельмешек. Вот, только он обтянут кожей уже, да, и с ним уже ничего не надо делать, просто обвязываешь и вяжешь сумочку прямо от самого фермуара. Либо можно связать сначала основу, ну то есть саму сумку, а потом ее пришить к фермуару. И вот это то же самое. Вот здесь вот у меня прям напрашивается клатч вот из этой черной кожи. Мне кажется, будет очень круто.
Вот, как обвязывать такой фермуар, я вам покажу в следующем видео. Я покажу вам несколько способов обвязки, поэтому ни в коем случае не пропустите. Следите за новостями. Вот. Ну, а на сегодня, в принципе, наверное, все. Единственное, что еще хотелось бы повторить, все вопросы по поводу этой пряжи, по поводу ее покупки, а, задаем Олесе. Ссылочку оставила внизу в описании. Также можно зайти на сайт Бугета и посмотреть там ассортимент их шнуров, который у них очень богатый. Вот, и прежде чем писать Олесе, можно зайти туда и посмотреть, и хотя бы определиться, да, с тем, что вы хотите. Вот, ну, в принципе, наверное, на этом у меня все. Спасибо за просмотр. Если у вас остались какие-то вопросы ко мне, то обязательно задавайте их в комментариях. И да, можете, кстати, написать, какие изделия вы хотите видеть вот с этими фермуарчиками, то есть на какие изделия сделать мастер-класс. Если есть какие-то пожелания, пожалуйста, оставляйте их в комментариях, я их обязательно учту. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до встречи в новых видео. Всем пока-пока!